Всем привет! Око Спорт приглашает любителей футбола в путешествие во времени. В ирландском Роттердаме на стадионе Фейнорд, или, как его называют местные болельщики, Де Кайп, бочка, состоялся финальный матч 27-го розыгрыша Кубка Европейских чемпионов, в котором сошлись на тот момент трехкратный обладатель почетного трофея западногерманская Бавария из Мюнхена, которая проводила свою 8-ю кампанию в Кубке чемпионов, начиная с 1969 года, и английская Астон Вилла из Бирмингема, впервые участвовавшая в этом престижном турнире. Уточним, что Бавария, выиграв Кубок чемпионов трижды подряд в 74-м, 75-м и 76-м годах, по тогдашнему регламенту УЕФА получила Кубок на вечное хранение и стала третьим таким вечным обладателем после испанского Реал Мадрида и нидерландского Аякса из Амстердама. Так что в этот день соперники сражались за четвертую версию ушастого трофея. Главный арбитр сегодняшнего матча нет, это Морли. Вот он с поднятой рукой. Это Жорж Конрад. Французский арбитр, которому на тот момент было 45 лет. В красной форме Бавария. Она по регламенту сегодня является хозяином поля. И сразу же баварцы бросаются в атаку. Но пока не идут в позиционную атаку, я оглашу составы играющих команд. Итак, Бавария, хозяева поля, хотя сейчас Астон Вилла рвется вперед. Давайте посмотрим. Ребята из Бирмингема. Не получилось. Не получилось. Итак, Бавария в воротах Манфред Мюллер. Оборона слева направо. Третий Удо Хорсман. Пятый Клаус Аугенталер. Четвертый Ханс Вайнер. Второй Вольфганг Дремлер. Полузащитники. Седьмой Бернт Дюрнбергер. Восьмой Пауль Брайтнер, капитан команды. Шестой Вольфганг Краус. Десятый Райнхольд Мати. И впереди 11-й Карл-Хайнц Руммениге. 9-й Дитер Хёнес. Главный тренер Паул Чернай. На тот момент венгерскому специалисту было 49 лет. Астон Вилла. Сейчас ребята из Англии вбрасывают мяч из-за боковой. Еще один удар в сторону ворот Манфреда Мюллера. Мяч проходит мимо. Итак, Астон Вилла в воротах Джимми Риммер. Оборона слева направо. Третий Гарри Уильямс. Четвертый Алан Эванс. Пятый Кен Макнот. Второй Кенни Суэйн. Середина. Седьмой Дес Бремнер. Десятый Гордон Коуэнс. Шестой капитан команды Деннис Мортимер. И впереди слева Тони Морли 11. Справа Гарри Шоу 8. И центр-форвард Питер Уив 9 номер. Главный тренер, вернее на тот момент он был исполняющим обязанности главного тренера, Тони Бартон. На момент матча ему было 45 лет. Итак, вперед рвутся футболисты Баварии. Они считались безусловными фаворитами этого матча. Как я уже сказал, Бавария трехкратный обладатель ушастого трофея. Команда очень опытная. Команда, где играли звезды первой величины. Но вот Пауль Брайтнер, капитан, 8 номер. Он чемпион мира 74 года, чемпион Европы 72-го. И, кстати говоря, сейчас Карл-Хайнц Руммениге набирает ход, удар по воротам, и мяч проходит мимо. Вот он, Карл-Хайнц Руммениге, 11 номер. Великолепнейший футболист. Он, кстати говоря, пришел в Баварию в 74 году, и он является обладателем Кубка чемпионов. Но дело все в том, что Карл-Хайнц Руммениге, ему 26 лет было вот на момент вот этого матча. Он еще был очень молодой футболист тогда, в 74 году. Здесь-то он уже обладатель, двукратный обладатель золотого мяча 80-го и 81-го года. Тогда этот золотой мяч считался прерогативой французского еженедельника «Франс Футбол». Удивительный футболист, но так и не ставший чемпионом мира.
Увы, вот так, дважды игравший в финалах, но в 82-м и 86-м, но чемпионат мира он так и не выиграл, в отличие от Пауля Брайтнера. Кстати, с Паулем Брайтнером они составляли потрясающую связку атакующую. Но вот этот сезон 81-82 годов, он не слишком удачным получился у Баварии. Бавария заняла в итоге только 3-е место в Бундеслиге. Сейчас снова атакуют футболисты бирмингемской Астон Виллы. Мяч перехватывают футболисты Баварии и идут вперед. Это второй номер Вольфганг Дремлер. Тоже очень известный футболист, который выступал за сборную Федеративной Республики Германии, участник чемпионата мира 82 года. И, между прочим, он провел все 7 матчей. Ну, так же, как и Карл-Хайнц Руммениге, так же, как и Пауль Брайтнер. Они вице-чемпионы мира. Вы помните, что в том 82 году чемпионом мира стала сборная Италии. Итальянцы выиграли в финале у сборной Западной Германии со счетом 3-1. И вот как раз Дремлер, Пауль Брайтнер и Руммениге играли в финале, а Брайтнер вообще забил гол, единственный мяч в ворота Дино Дзоффа, великолепного итальянского вратаря. А это вот 4-й номер Ханс Вайнер, центральный защитник. Он составлял пару с Клаусом Аугенталером. Между прочим, Клаус Аугенталер чемпион мира 90-го года. Он играл на чемпионате мира 86-го года, играл он и в 90-м году и стал чемпионом мира. Но, увы, вот как я уже говорил, Руммениге до 90-го года в сборной Западной Германии не доиграл. Вот так он, я не хотел сказать, не дожил, но, в общем, как-то это было не очень хорошо. А сейчас атакуют футболисты Баварии. Это Мати, молодой футболист. Он недолго, кстати говоря, играл за Баварию. У него на футболке 10-й номер. 20 лет этому парню было. Райнхольд Мати, воспитанник Академии Мюнхенской Баварии. Вперед рвется уже Дес Бремнер, шотландец Дес Бремнер. Ну, наверное, излишне говорить, что в составе Баварии и в составе Астон Виллы того периода играли в основном, да не в основном, а вот в Баварии вообще ни одного легионера нет. Ни одного. Все немцы, абсолютно. Да, в сборной Астон Виллы, команде Астон Виллы все британцы. Только трое шотландцев. Это Дес Бремнер, вот, который шел вперед, 7-й номер, на котором нарушили правила. Центральные защитники, 2 центр-бэка, это вот очень важно. Здорово выпрыгивал вот он, Питер Уиф. Центральный нападающий Питер Уиф, 9-й номер. На тот момент ему было 30 лет. Уроженец Ливерпуля. Он пришел в июле 80-го года из Ньюкасла, где отыграл 2 сезона, с 78 по 80. И, между прочим, он был в составе Ноттингема. Он отыграл в Ноттингеме тоже 2 сезона, с 76 по 78 год. Он зимой перешел в другой клуб, в Ньюкасл, кстати, он перешел. Но он успел еще отыграть за Ноттингем в Кубке Европейских чемпионов. Сейчас удар по воротам. Это наносил удар Вольфганг Дремлер. Он еще успел поиграть в команде Брайана Клафа. И затем ушел в Ньюкасл. Он не стал ведущим игроком. У Брайана Клафа там были другие герои. Брайан Клаф уже нацелился на Тревора Фрэнсиса, ну а Питер Уиф покинул. Он воспитанник Саутпорта, такой клуб из низших дивизионов. А сейчас в центре поля нарушили правила на Хансе Руммениге, так его обычно называли в Баварии. Там не заморачивались, слишком длинное имя. Карл, Хайнц, нет, либо Калле, либо Ханси. Ну, в основном Калле, вот так вот. Калле Руммениге по первому имени, по первой части имени.
Сейчас футболисты Баварии снова бьют вперед туда по направлению. Ну, здесь очень четко играет Макнот. Да, два центр бека, конечно, мощные. Вообще удивительная команда. Вообще то время было удивительное, футбольное. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что играли ограниченным числом игроков. Всего лишь. А вот это что? У нас здесь Жорж Конрад показывает, что нужна замена. Да, Джимми Ример. Вратарь, удивительный вратарь, кстати говоря, Джимми Ример. Ему было 34 года на тот момент. Он пришел из Арсенала в июле 1977 года. И, между прочим, у него уже была золотая медаль за выигрыш Кубка Европейских чемпионов в 1968 году в составе Манчестер Юнайтед. Он был дублером Степни. Тогда не было замен, но вот вратаря можно было менять, и он был в официальной заявке. Ну а сейчас исторический момент. Вы посмотрите, на поле выбегает Найджел Спинк. Молодой голкипер Астон Виллы. Найджел Спинкс, дебютант, так дебютант. Найджел Спинкс провел за Астон Виллу всего лишь один матч. И то 2 года назад. В Боксинг-дэй в декабре 1979 года он сыграл один единственный матч за Астон Виллу против Фулхэма, который, кстати говоря, в Лондоне это была игра, и Астон Вилла выиграла со счетом 1-0. Вот так. И после этого он выступал за резервную команду Астон Виллы в низших дивизионах. Вы представляете? И вот он исторический момент. Но вот Джимми Ример, это, конечно, очень обидно, потому что вратарь он классный, он воспитанник Манчестер Юнайтед и до 1974 года играл за Манчестер Юнайтед. Ну, как играл? Он был в основном все-таки в тени Алекса Степни. Алекс Степни — это знаменитый вратарь Манчестер Юнайтед. Именно он защищал ворота в финале на Уэмбли в 1968 году. Но вот Ример получил эту золотую медаль, потому что он был в официальной заявке. Получали эти золотые медали 12 человек. 11, которые были в старте, и один резервный. Уже по тогдашним правилам можно было заменять вратаря в случае травмы. Но травмы там не было, слава богу. Но Ример получил эту золотую медаль. А вот здесь, видите, вот такая незадача. Чем это было вызвано? Дело все в том, что он получил травму. У него была повреждена шея и плечо. Дело все в том, что чемпионат Англии уже был закончен. Матч-то проходил 26 мая в Роттердаме, а чемпионат закончился. Собственно, вот 42-й матч, а тогда участников было не как сейчас 20, а поболее. Так вот, 21 мая проводил последний матч. Сейчас подача, и вот какой был момент. Это с фланга бил Тони Морли. Тони Морли. Я о нем обязательно расскажу. Но сейчас закончу тему как раз с Римером. Он получил травму как раз в игре против Суонси. Это была перенесенная игра, но, собственно говоря, матч, можно сказать, 42-го тура. И вот 21 мая они играли за 5 дней. И там он столкнулся с игроком Суонси и повредил плечо и шею. И он играл, вот начало матча, Ример играл на обезболивающих. Но вот видите, не смог доиграть. Настолько сильная боль, что ему пришлось попросить замену. Найджел Спинк. Спинк потом рассказывал после матча, что он явно не ожидал, что он выйдет на поле. Собственно говоря, все игроки. Тогда же было очень мало делалось замен, даже тактических замен. Очень мало. Вот Астон Вилла, как повторюсь, да, я уже говорил, чемпионат выиграли они 80-81 годов сезона. И вот этот турнир они провели практически одним составом. Всего лишь 14 игроков участвовали. Вы представляете? 42 матча в чемпионате Англии, плюс еще матчи в Кубке чемпионов, и всего 14 игроков задействовано было тренером. Ну и потом очень непростая была ситуация у Баварии, у Астон Виллы. Дело все в том, что неожиданно поменялся тренер. В начале февраля, 9 февраля, подал в отставку знаменитый тренер Рон Сондерс, который, в общем-то, возродил Астон Виллу.
Рон Сондерс, он отработал практически 8 лет в Астон Вилле, возглавлял. Сейчас смотрим снова Морли идет. Нет, Морли вот сейчас получает передачу от Шоу. И вот он, левый крайний Морли. Крутит, вертит, но здесь, конечно, очень жесткий был подкат со стороны Дремлера. И Конрад показывает, что нужно подавать угловой. А Тони Морли, он пришел в 79 году в Астон Виллу из Бернли, где отыграл 3 сезона, с 76 по 79. Воспитанник Престона. И, собственно, карьеру-то он начал, по большому счету, именно в этом родном клубе, в Престоне. Морли бьет поворотом, но удар блокируется, рикошет, и мяч без проблем долетает до Манфреда Мюллера. Здесь нарушение правил было, но у Паула Брайтнера, вот он, посмотрите, Паул Брайтнер. Бунтарь, знаменитый футболист. О нем написал в своей книге, которая вызвала шквал критики, ругани и вообще скандал. Называется «Свисток» Тони Шумахера, знаменитого вратаря сборной Западной Германии. Тони Шумахер написал этот свисток, и там он, кстати говоря, опа, здесь нарушение правил снова на Брайтнере. Снова Брайтнер шикарен, Брайтнер великолепен. Брайтнер, кстати говоря, вернулся в Баварию. Он пришел в Баварию в 78 году. Вернее, это был второй его приход. Вообще-то он выпускник австрийского клуба, академии австрийского клуба Фрайл Синг. Ну, а в Баварию его взяли уже в молодежную команду. И тут, кстати, это не должно вызывать удивления. Сейчас Румениге подает удар. Нет, это бьет. Это бьет центральный защитник Макнот. Он выносит мяч из пределов штрафной площади. Мяч снова у Баварии. 15 минут минуло, а уже была замена. Уже мы видели дебют Найджела Спинка, 23-летнего вратаря, который вообще не играл в этом сезоне ни одного матча. Как я уже сказал, в 79-м, в декабре, он провел только матч за Астон Виллу и явно не рассчитывал играть сегодня. Подача, но Астон Вилла отчаянно идет вперед. И вообще, надо сказать, вот это не было бы счастья, что называется, да несчастье помогло. Это вот так происходит. Вот эта замена опытнейшего Риммера на необстрелянного Спинка. Разница у них в 11 лет. Спинку 34, повторюсь, а этому 23 парню. Спинку было. Безусловно, сплотила команду, безусловно. Но вот то, что происходило с Астон Виллой, об этом чуть позже. Закончу по поводу Брайтнера. Он начал играть в Баварии с 70-го года. Сейчас подача в штрафную. Гарри Уильямс делал прострельную передачу, но и мяч уходит за пределы поля. Уходит за пределы поля. Он отыграл 4 сезона с 70 по 74 год, причем совершенно феноменальный момент был в его карьере. Он совсем молодой человек был в то время. Сейчас ему будет на день этого матча 30 лет было. А тогда он совсем мальчишкой был. Но тем не менее он уже в 72 году стал чемпионом Европы в составе сборной Западной Германии. И в 74-м выиграл чемпионат мира. Это он был игроком основного стартового состава. И, естественно, на него обратила внимание команда Гранд Супер. Это Реал Мадрид. И он был приглашен в Реал Мадрид. Он отыграл там 3 сезона. Дважды был чемпионом Ла Лиги. Выиграл 1 кубок. Кубок королевский. Но, правда, вот на Европе Реал в тот момент ничего не выигрывал. И вернулся в Германию. Правда, не в Баварию, а в Брауншвейг, в Айнтрахт. И затем уже в 78-м его вновь пригласили в Баварию, где он отыграл до 83 года 146 матчей, 66 забитых голов. А он же начинал центральным защитником. Это его
Пал Черный перевел на позицию как раз хавбека опорного. Ведь он в сборной Западной Германии и в Баварии первого созыва, вот когда он играл в начале 70-х, он был защитником, либо центральным, либо крайним. А вот здесь он уже играл Пал Черный, когда пришел в команду, и пришел в команду Брайтнер, он перевел прославленного немца как раз на позицию полузащитника. Сейчас Морли бил поворотом, очень неудачно, мяч уходит за пределы поля. Вот так. И по поводу команд, как они проходили вот к этому финальному матчу. Астон Вилла начала свой путь в сентябре 1981 года под руководством Рона Сондерса, обыграв дома Валюр, исландская команда Валюр из Рейкьявика 5-0. Морли, дважды Донован и Уиз забили голы в ворота исландцев. И затем также спокойно 30 сентября 1981 они выиграли в Рейкьявике голами Гарри Шоу 2-0. Затем в октябре 81-го, сейчас удар по воротам мимо, в октябре бил Уиф опять. Им достался самый сложный, самый тяжелый соперник. Ну, как они потом рассказывали. Футболисты Астон Вилла в октябре они схлестнулись с восточно-германской командой Берлинская Динамо. 1/8, 21 октября. Они выиграли в Берлине со счетом 2-1. Тони Морли забил 2 мяча. А вот дома 4 ноября проиграли 0-1. Но по правилу, тогдашнему правилу гола, забитому на поле соперника, они пробились в четвертьфинал. Но это были тяжелейшие матчи, потому что Берлинская Динамо считалась одной из сильнейших команд Восточной Германии. И вообще, надо сказать, была команда очень-очень сильная. Многократный чемпион ГДР. Ну и немцы играют в агрессивный, мощный футбол. Ну, понятное дело, давайте не будем переоценивать, но и недооценивать восточно-германский футбол нельзя, потому что в 1974 году, между прочим, на чемпионате мира, который проходил финальный турнир, где Западная Германия стала чемпионом, там же играли в очном поединке на групповой стадии сборной ФРГ против сборной ГДР. И восточные немцы выиграли со счетом 1-0. Вот так. А тут вот такая борьба была с берлинским «Динамо». Ну а затем в четвертьфинале уже без Сондерса. Потому что Сондерс, повторюсь, он был не то чтобы уволен, он сам ушел в отставку. Но сейчас я расскажу историю, почему именно он это сделал. А сейчас Мортимер, капитан, получает выговор от Конрада, от французского арбитра. И то, что было нарушение правил. И Пауль Брайтнер будет сейчас исполнять штрафной удар. Он откатывает мяч назад. И удар по воротам. Мощный, очень сильный удар. Это Бернт Дюрнбергер, один из самых опытных и именитых игроков. Кстати говоря, Дюрнбергер, между прочим, он трижды играл в финалах подряд. В финалах и побеждал вместе с Баварией трижды подряд в Кубке европейских чемпионов. Бернт Дюрнбергер играл за сборную Западной Германии, но играл, прямо скажем, немного. Так вот, пришел в Астон Виллу Тони Бартон, а Тони Бартон был ассистентом у Сондерса и вообще, надо сказать, был таким, так скажем, вторым или третьим ассистентом. Он в основном занимался селекционной работой, он был скаутом в бирмингемской Астон Вилле. И именно к Бартону и обратились: ну, ты, говорит, знаешь всех ребят, ты их, в общем-то, собирал. Так что давай до конца сезона доработай, а это уже четвертьфинал Кубка европейских чемпионов. И в марте месяце им достается киевская «Динамо», тогдашний чемпион Советского Союза, мощнейшая команда под руководством Валерия Васильевича Лобановского. Так вот, игра первая проходила не в Киеве, потому что в Киеве поле не успели подготовить, и поэтому в Крыму играли в Симферополе. Ну, это, в общем-то, обычная практика того времени. В Симферополе многие выступали как раз вот в весенней стадии. Напомню, что в Советском Союзе в то время, в советском футболе, был сезон весна, осень, а не осень-весна, как это в западном футболе и как сегодня у нас в России. Так вот, первый матч в Симферополе, ничья 0-0. А уже 17 марта в Бирмингеме
в дичайшую, плохую погоду. Кошмарная была погода. Там пришлось поле засыпать песком, потому что поле превратилось в болото. И вот в этом болоте Астон Вилла победила киевское «Динамо» со счетом 2-0 голами Кена Макнота и Гарри Шоу. Вот так. И вышла в полуфинал. И в полуфинале, кстати, тоже очень тяжелый соперник достался им. Тогда был на подъеме бельгийский Андерлехт, практически пол Андерлехта, а может быть даже 3/4 играла в сборной Бельгии. И в апреле месяце эти были матчи. И выиграл английский клуб по сумме 2 матчей. 1-0 дома и 0-0 в Брюсселе. Тяжелейший был тоже матч. Оборона выдержала, и там великолепно сыграли 2 шотландца, 2 центр-бека. Это Алан Эванс и Кен Макнот, а также вратарь Джимми Ример, который просто творил чудеса. И таким образом пробилась Астон Вилла в финал. А вот Бавария, там была немножко другая история. Сейчас после этой атаки я расскажу. Пока в центре мяч у Румениге. Румениге рвется вперед по флангу и подает в центр на Дитера Хёнеса. Это младший брат Ули Хёнеса. Дитер моложе, они погодки, он моложе Ули Хёнеса, но, естественно, более знаменит и именно Ули Хёнес. Он и чемпион Европы, и чемпион мира, чемпион Европы 72 года, 74-го чемпиона мира выиграл Ули Хёнес, но он очень рано завершил свою игровую карьеру из-за тяжелейшей травмы колена. Карьеру свою завершил. Ну, прямо скажем, очень и очень жалко. Великолепный был футболист, но в 76 году, кстати, после финала, где он пенальти не забил, вот в матче со сборной Чехословакии, тогда по пенальти Западная Германия проиграла Чехословакии 2-2, и Хёнес пробил выше ворот. А Паненко своим коронным ударом принес победу чехам. А так вот, Бавария. Бавария в Кубке чемпионов сезона 81-82 годов в 1/16 встретилась со шведским Эстером. Это вам не Исландия. Швеция в то время очень здорово смотрелась в Еврокубках. И вообще команда Эстер была прекрасно подготовлена, но это же Бавария. Бавария дважды победила шведов 1-0 на выезде 16 сентября и дома разгромила 30 сентября Эстер 5-0. Ну а дальше была 1/8 финала, и вот тут досталось Баварии лиссабонская Бенфика, которая была в самом соку. Команда великолепная. Ну, Бавария тоже, извините, хоть и команда проводила не слишком удачный сезон, но Бавария, это был, как бы сказать, гвоздь вот этой стадии розыгрыша. Бенфика, Бавария. В Лиссабоне 0-0, а вот в Мюнхене Бавария разгромила Бенфику 4-1. Хёнес сделал хет-трик, ну и забил свой гол Брайтнер. Вот так. Дальше 1/8, но это уже 82-й год. Сейчас снова атакуют футболисты Баварии. Пошел вперед Дремлер по флангу. Набирает скорость. Его жестко атакуют. И нарушение правил. Да, конечно, это в спину толкнул Гарри Уильямс, левый защитник. Так вот, в 1/4 финала досталась румынская команда Университатя из Краева. Сейчас Румениге с мячом. Румениге пока еще не вступал в игру Найджел Спинк. Обратите внимание, как внимательно играют футболисты Астон Виллы, оберегая своего юного вратаря. И тут же рвутся вперед. Ну, номинальные гости, понятное дело, ну что номинальным хозяином был как раз клуб из Западной Германии. Итак, удар Бремнера выше ворот. Четвертьфинал. Университате Краева, Бавария. Первый матч на выезде в Краеве. Бавария выиграла 2-0. Ну а затем свела в ничью. Румыны тоже очень хорошая команда была в то время. И там из Университате
играли несколько человек в сборной, кстати говоря, в сборной Румынии. Так что ни одним Стяуа или бухарестским «Динамо» был славен румынский футбол того периода. 1-1 Хёнес отличился. И тем самым прошли в полуфинал футболисты Баварии. Там полуфинал. Софийский клуб ЦСКА. Болгары шикарно тогда играли. Никто не уезжал. В то время болгарский футбол ценился. Болгарский футбол был сильный. Сейчас, видите, УЕФА претензии предъявляет Брайтнеру, что мол, чемпион чемпионом, но играть-то надо поаккуратнее, по ногам-то бить. Так вот, потрясающий матч первый был в Софии, который выиграл ЦСКА. Софийский ЦСКА со счетом 4-3. Была феноменальная перестрелка. Если вы найдете в интернете голы этого матча, ну, целый матч-то вряд ли, а вот голы, посмотрите, обзор. Феноменальные голы, 4-3. Болгары вырвали победу. У немцев голы забили Дитер Хёнес, Брайтнер и Дремлер. Но в Мюнхене баварцы, осознав всю опасность Центрального спортивного клуба армии Софийского, выложились по полной и разгромили ЦСКА 4-0. Брайтнер дважды мимо. Но Спинк, это просто великолепно. Спинк дважды уже спас. После ударов Дюрнбергера и после ударов Руммениге. Вот так. Кстати, атмосфера вокруг этого матча была тоже очень напряженной. Астон Виллу, между прочим, едва не дисквалифицировали. Но тогда английские болельщики были совершенно другими, чем сегодняшние. Вспомните трагедию на Эйзеле, трагедию, когда сколько людей-то погибло в финале матча Ювентуса и Ливерпуля в начале 80-х. И после английские клубы были дисквалифицированы. Вы представляете? Вот что такое английские болельщики. Вот они отличились в Брюсселе. Там была, конечно, фантастика. Там были драки на трибунах. Сумасшедшая полиция. В основном, болельщики в основном английские. Смотрели не футбол, а дрались с бельгийскими болельщиками. Вот такая предтеча вот этой брюссельской трагедии. Ливерпуль-Ювентус. Вы представляете? Вот такая вот вещь была уже в 82-м году. И, между прочим, подали протест бельгийцы с тем, чтобы Баварию дисквалифицировали из-за беспорядков на трибунах. Конечно, они мешали, безусловно, мешали играть футболистам. Ну, там что творилось-то на трибунах? Тоже сплошные драки были. Но УЕФА проявил, так скажем, такую лояльность. Европейский футбольный союз, и они крупно оштрафовали Астон Виллу, но допустили до финала. Спинк на месте, Спинк первый на мяче, Спинк. Вот видите, как Руммениге похвалил Спинка, вот видите, подал ему руку, оценил смелость молодого вратаря. Вот он, Найджел Спинк, дебютант из дебютантов. Это вообще фантастика. Это такой единственный случай в истории Кубка Европейских чемпионов, чтобы парень никому вообще неизвестный, его болельщики свои не знали. Ну, там знали, наверное, те, кто ходил на матчи резервных составов, ну, такие единицы. Так вот, потом Астон Вилла очень серьезно отнеслась вот к этому финальному матчу, и они просто-напросто обратились в МИД, обратились в туристические компании, чтобы те не продавали, и МИД проконтролировал, не продавали билеты и вообще туры англичанам в Роттердам на финальный матч. Распространял билеты только клуб бирмингемский, Астон Вилла, только Астон Вилла. 13 тысяч билетов, 13 тысяч болельщиков присутствовало здесь, на этом матче. Ну, собственно, столько же, сколько и немцев. Ну, немцев чуть больше, потому что тут ехать-то буквально вот все это недалеко. Граница рядом. И, в общем, тут было где-то порядка, наверное, болельщиков, порядка 25-30 тысяч немецких болельщиков, которые приехали сюда на этот матч. Понятное дело, что все ждали победы Баварии.
ясное дело, что, тут даже другой результат и не обсуждался. Бавария с такими звездами, как Брайтнер, Руммениге, тот же Дюрнберген, тот же Клаус Аугенталер, центральный защитник, 5-й номер. А это сейчас будет бросать из-за боковой. Это 3-й номер. Это Гарри Уильямс. Кстати, свой воспитанник Академии Астон Виллы. Таких футболистов в том составе, вот на финале, было 2 человека. Это Гарри Уильямс и Гарри Шоу. Они одногодки, сверстники. И тому и другому было на тот момент 21 год. И они, во-первых, родились в Бирмингеме, а Шоу-то был вообще любимцем. А сейчас Брайтнер рвется вперед. Брайтнер выходит удар и удар по воротам. Там уже не Брайтнер, а Дитер Хёнес сбил. Вот он. И он повредил колено. Дитер Хёнес. Да, но сегодня бы футболист, получивший вот такой болезненный удар, Брайтнер на газоне. А вот здесь посмотрите. Ух ты, как еще влетел в Дитера Хёнеса. Это центр деп был. Это Алан Эванс. Вот так влетел в колено. Но Дитер Хёнес, видите, похромал. Тут бы сейчас уже валялись полчаса сегодняшние футболисты. А этот похромал и снова вышел на поле. Дитер Хёнес, конечно, как я уже говорил, менее известный футболист, нежели Ули Хёнес. Ули Хёнес, во-первых, он почетный сегодня, он почетный президент Баварии. Вместе с Руммениге они являются, в общем-то, символами Баварии, вообще историческими символами. То есть живые такие легенды. Живые памятники. Дитер Хёнес, безусловно, он не такой известный и не такой раскрученный. На тот момент ему было 29 лет. Повторюсь, он на год моложе Ульриха. Он начинал свою карьеру в Штутгарте и пришел в Баварию в 1979 году, в июле 1979 года. И отыграл ни много ни мало 8 сезонов, 224 матча и 102 гола. Он великолепный. Сейчас первая желтая карточка. Обратите внимание, первая желтая карточка в этом матче. И ее получает, по-моему, капитан Мортимер. Сейчас мы увидим еще раз этот момент. Жорж Конрад, да, он довольно жестко, игрок Астон Виллы, сыграл против Вольфганга Дремлера. И Мортимер получил желтую карточку. По-моему, это был он. Но сейчас мы увидим. Еще раз посмотрим. Ну, капитан, надо сказать, всегда отличался такой жесткой борьбой. И тут ничего удивительного нет. Кстати, по поводу судьи нужно сказать. Жорж Конрад, или Конрад по-французски, да, но у нас обычно его произносили фамилию Конрад. Он, ну, прямо скажем, в истории советского футбола фигура одиозная. Именно он судил матч на закате своей карьеры, судейской карьеры. Жорж Конрад, он уже ушел из жизни. Но он обслуживал матч решающий отборочного турнира чемпионата Европы 1984 года. В 1983 году проходила игра в Лиссабоне. И он назначил довольно спорный пенальти в ворота сборной Советского Союза. Боровский, минский динамовец, он тогда играл в центре обороны сборной СССР. И он завалил Шалану, нападающего сборной Португалии. Ну, советские журналисты, посмотрите сами, я не буду вам навязывать свое мнение. Советские журналисты писали, да и зрители тоже, этот матч транслировался, писали, смотрели, говорили, утверждали, что Конрад назначил несправедливый пенальти, потому что нарушение было в метре от линии штрафной. И пенальти этот был реализован, и пенальти этот выбил сборную СССР. Уже на финал во Францию в 1984 году поехала сборная Португалии. Конрада, естественно, предали анафеме. Сказали, что его купили, что он продался и так далее. Ну, как обычно. Как это обычно бывает с судьями. Но, если вы посмотрите внимательно, в общем-то, здесь все было, как мне кажется, нормально. Но, повторюсь, это все очень и очень такая довольно-таки кровоточивая рана для советских болельщиков, которые помнят этот матч. Там тоже было очень тяжелое поле, ливень, и поэтому здесь
говорить и однозначно выносить такой вердикт я бы, честно говоря, не решился. Джордж Конрад действительно, когда входил в элиту, группу элитных арбитров, он судил и матчи чемпионата мира, и матчи чемпионата Европы, и отборочные матчи. И вот, пожалуйста, это его вершина, безусловная вершина в его карьере. Финал Кубка Европейских чемпионов. Уильямс делает передачу вперед. И снова передача была адресована на Морли, на 11-го номера Тони Морли. Я уже сказал, что он пришел в декабре 79-го из Бернли и отыграл 4 сезона в Астон Вилле, провел 137 матчей и забил 25 голов. Потом, когда после ухода из Астон Виллы он выступал в Вест-Бромидж 2 сезона, из Вест-Бромиджа уехал в Азию, был в Гонконге, в Голландии, в США даже играл. Ну, тогда не было Major League Soccer, а была такая NASL, да, североамериканская сокер-лига, футбольная лига. Ну, там, кстати говоря, и Космос был, вы помните, там Пеле играл, и Бобби Мур, и Франц Бекенбауэр. Такой был интересный футбол в то время. Американцы поднимали интерес у американцев. Я имею в виду владельцы вот этого и руководители вот этой лиги североамериканской. Они поднимали интерес американцев, потому что в основном там американский футбол, а сокер-то они, собственно, не особенно знали и не особенно любили. Американский футбол, да, где там ломают друг друга, типа регби. Это не регби только. Не нужно путать американский футбол и регби. Похоже, да, но в основном... Ладно, не будем об этом, а будем говорить о том, что сокер. Сокер был малоизвестный. И поэтому туда приглашали на большие деньги суперзвезд. Как я уже сказал, Франц Бекенбауэр на закате карьеры играл. Пеле, который был, кстати говоря, национальным достоянием Бразилии. Но тогда ему дали возможность уже на закате карьеры. Он уже не играл за сборную Бразилии. Он играл, повторюсь, за Космос. Вот так. Угловой удар. Паул Брайтон выполняет последние минуты первого тайма. И дважды уже Спинк выручил этот дебютант. И подача. Прыгал там Дитер Хёнес. Дитер Хёнес. Он, между прочим, дважды играл в финалах Кубка чемпионов. Но об этом мы поговорим чуть позже. Дважды. Вот в этом году и в 87-м. Вот так. За сборную Западной Германии он провел всего лишь 6 матчей, всего лишь 6. Но он участник чемпионата мира 86-го года. Там он сыграл 2 матча, он не был основным нападающим. Там блистал Хайнц Руммениге. И в паре у Руммениге были другие партнеры, а Хёнес был в основном в запасе. Но 2 матча он провел на групповом этапе, 2 матча он сыграл. Дитер Хёнес. 29 лет. Потом он, собственно, он и завершил карьеру в 87 году. Уже и дальше не играл. Удар Руммениги. Этот мяч, между прочим, блокирует центральный защитник Алан Эванс, шотландец. Алан Эванс, ему на тот момент, вот он как раз разыгрывает со Спинком мяч, ему было 25 лет тогда. Небольшого росточка, опять же, по сегодняшним меркам, центральные защитники. Ребята, ну, например, Эвансу 183 сантиметра, другому центральному защитнику Макноту 180. Это центральные защитники. Ну, так что, сами понимаете, по сегодняшним меркам это их бы не поставили на эти позиции. С таким ростом сегодня играют на позиции крайнего защитников. Ну, конечно, играют, безусловно, но очень и очень редко. Воспитанник клуба Данфермлин. А в Астон Вилле Эванс, он провел ни много ни мало 12 сезонов. 12. И он выиграл чемпионское звание. Он с 1977 года играет за Астон Виллу. Вот так. Такая была команда. Кстати говоря, практически все вот эти ребята, которые играли в Астон Вилле, они не играли за сборную Шотландии и сборную Англии.
Нет, тут есть несколько футболистов. Ну, они играли за молодежку. Вот, например, тот же Гарри Шоу, который считался одним из самых талантливых молодых футболистов Англии. Он даже получал приз. Приз получал PFA, между прочим, профессиональной футбольной ассоциации, как лучший молодой футболист английского футбола. Причем его сами как бы игроки выбирают по версии PFA. Но до первой сборной практически никто из них, в общем-то, не дошел. И что до сборной Шотландии, что до сборной Англии. Но очень крепко. Сейчас удар поворотом бил Руминиги, мяч проходит мимо. Но угловой там мяч блокировался. Конрад показывает. А нет, все. Он даже и подавать угловой не разрешил, свистнул и практически ничего не добавил. Хотя были остановки, но в то время очень редко все это добавлялось. Итак, продолжение, второй тайм. Финал 26 мая 1982 года. Мюнхенская Бавария против бирмингемской Астон Виллы. Финал 27-го розыгрыша Кубка европейских чемпионов. После первого тайма ничья 0-0. По картинке у нас ворота Астон Виллы теперь слева, справа ворота Мюнхенской Баварии. Баварцы выступают в своей традиционной красной форме, ну а Астон Вилла, они номинальные гости, поэтому играют в белом, во всем белом. И я напомню быстренько составы играющих сегодня команд, играющих 26 мая 1982 года. Бавария. Ни у той, ни у другой команды после первого тайма замен не было. Манфред Мюллер в воротах у Баварии. Оборона слева Уда Хорсман, третий, справа Вольфганг Дремлер, второй, в центре Клаус Аугенталер, пятый, четвертый Ханс Вайнер. В полузащите седьмой Бернт Дюрнбергер, восьмой капитан команды Пауль Брайтнер, шестой Вольфганг Краус, десятый Райнхольд Мати. И впереди Карлс-Хайнц Руминиги, 11-й, 9-й Дитер Хёнес. Главный тренер Пал Чернаи. Венгерский специалист, ему на тот момент было 49 лет. Астон Вилла. Вратарь Джимми Ример. Он начинал, Джимми Ример, но он был заменен уже на 9-й минуте, так как у него травма хроническая была. Плечо и шея были повреждены, поэтому он попросил замены. Он играл начало матча на обезболивающих и все-таки не сумел продолжить встречу, не смог. И на поле вышел дебютант Найджел Спинк. Ему на тот момент было 23 года, Римеру 34, опытнейший вратарь, но, увы, вот эта травма не дала ему возможность доиграть этот матч. А Спинк дебютант. Дебютант, он ни разу не сыграл в том сезоне. Да вообще, я говорил в первом тайме, что он сыграл всего лишь один матч за Астон Виллу в декабре 79-го года, 79-го, в Боксинг-дэй, когда Астон Вилла в Лондоне выиграла у Фулхэма 1-0. И с тех пор он играл только за резервную команду. Да и, собственно говоря, и он и не думал выходить на поле. Здесь было нарушение правил. Жорж Конрад, французский арбитр, он в поле. И сейчас штрафной удар пробьют футболисты Астон Виллы. Я сказал о вратаре. Оборона слева. Гарри Уильямс, третий номер. Именно он получил желтую карточку на 38-й минуте, где-то уже в конце первого тайма за нарушение. И против Дюрнбергера и Конрад вынес предупреждение. Пока единственное в том матче. В центре Алан Эван. Сейчас атакует Бавария. Это Мати был с мячом. Нет, не дают угловой. От ворот показывает арбитр. Алан Эванс, четвертый, Кен Макнот. Это два шотландца. Пятый номер, два шотландских центрбека. И справа Кенни Свейн, второй номер. В средней линии седьмой Дес Бремнер, десятый Гордон Коуэнс и шестой Деннис Мортимер, капитан команды. Впереди слева Тони Морли, 11-й, справа Гарри Шоу, 8-й и центральный нападающий 9-й Питер Уив, главный тренер Тони Бартон. Но на тот момент
я уже говорил в первом тайме, но еще раз повторю, он был исполняющим обязанности главного тренера. Ему 45 лет на момент финала было. Он, как и Пал Черный, Черный ушел из жизни в сентябре 2013 в возрасте 80 лет. А вот Бартон в 93-м ему было всего лишь 56 лет. Вот так. Атакуют футболисты Астон Вилла, вернее, пытались атаковать, но тут же Бавария перехватывает мяч и снова пас в переднюю линию. Нет, здесь Мортимер. Мортимер откидывает мяч на Спинка. Мортимер, капитан Астон Виллы. Мортимер играет в Астон Вилле с июля 1975 года. Он пришел из Ковентри. Кстати говоря, воспитанник Ковентри. Отыграв там 6 сезонов, он был приглашен в Астон Виллу и стал лидером команды, он стал вожаком команды и капитаном. Кстати говоря, вот он выступал за молодежку, за английскую, ну так же, как вот и вот этот парень, 11-й номер, Морли, Шоу, 8-й номер, любимец Бирмингема, он уроженец Бирмингема, воспитанник Астон Виллы, так же, как Уильямс. Шоу, к сожалению, тоже недавно, в 24 году, он ушел из жизни. Трагическая смерть у него была, такая, можно сказать, даже и нелепая. Получил он очень тяжелую травму, упал, получил травму, затем развилась опухоль, и, к сожалению, он скончался. Все те футболисты, которые... Он был молодым парнем, 21 год ему было всего лишь на тот момент. Ну, а умер он, как я уже говорил, в 24-м. Это было совершенно неожиданно. Это, надо сказать, смерть потрясла всех футболистов Бирмингема. УЕФ извиняется перед Манфредом Мюллером. Он атаковал его довольно жестко, но Мюллер четко сыграл. И сейчас идут вперед футболисты Баварии. Это был Удо Хорсман, а это уже Дремлер. Дремлер сильно бьет вперед, мяч перехвачен. И теперь уже Морли передает пас на Шоу. Шоу на левом фланге. Мяч было сыграно. В мяч. Не было тут никакого нарушения правил. Все очень четко. Однако пас вперед Бремнера. Бремнер на Морли. Морли. И великолепно играет в подкате Ханс Вайнер. Центральный защитник, который выбил мяч за боковую линию. Сейчас будет аут бросать. Аут показывает Коннор. Сейчас будет замена. У какой команды? Ага, это Бавария. Замена в Баварии. Выходит Гютлер, 16-й номер. 20 лет этому парню было на тот момент. Он пришел в Баварию в 80-м году. Гюнтер Гютлер, высоченный малый, 191 сантиметр рост у Гютлера. Кстати говоря, Гютлер, он заменил 10-го номера Райнхольда Мати. Это 51-я минута матча. Так что по заменам 1-1. В первом тайме на 9-й, напомню, Риммер ушел, это вынужденная замена, потому что он получил травму. Ну, он играл уже, как я уже говорил, на обезболивающих. А вот здесь эта замена, ну, надо сказать, такая тактическая. Мати не слишком хорошо себя проявил на поле, и вышел Гютлер. На его футболке 16-й номер, он атакующий полузащитник. Подача в штрафную и удар по воротам. Удар бил Пауль Брайтнер. Пробил Пауль Брайтнер выше ворот. Пауль Брайтнер, как я уже говорил, конечно, удивительная личность. Он завершил карьеру в 84-м, работал телеэкспертом, колумнистом, советником руководства Баварии и официальным послом Мюнхенского клуба. Ну а Райнхольд Мати, которого заменили, он завершил карьеру в 93-м году в Ганновере. Из-за травм рано ушел на тренерскую работу. Он работал в основном в низших лигах, в региональных. Работал физиотерапевтом.
экспертом и спортивным инструктором. Вот так. Ну а Пал Черный, он, можно сказать, навсегда вошел в историю немецкого футбола как тактический новатор, внедривший в Бундеслиге такую эффективную зонную защиту. Его даже назвали его именем Пал Систем. Ну а после Баварии Черный покинул Мюнхен в 1983 году, то есть вот на следующий год после того, как был этот матч в Роттердаме. Он даже в его карьере, он даже возглавлял сборную Северной Кореи, сборную КНДР. Но это было в 90-х годах. Он скончался 1 сентября 2013 года в Будапеште в возрасте 80 лет. Он из той плеяды венгерских футболистов, которые покинули Венгрию в 1956 году после вот этой контрреволюции, восстания Будапештского. Очень многие футболисты уехали, во главе с Пушкашем. Но прежде всего, он, Черный не был звездным игроком. Там, конечно, прежде всего это был Кочеш, это был Пушкаш, это был Божик, Грошич. Но Грошич и Божик-то вернулись, а вот Пушкаш и Кочеш, Цибор, они осели в Испании. Потом стали звездными. Кочеш в Барселоне, а Пушкаш в мадридском Реале. Сейчас передача вперед, но здесь четко было сыграно. Здесь Хорсман. И Шоу мяч поборолся, едва не перехватил. И Ханс Вайнер. Вайнер менее, конечно, известен, нежели Клаус Аугенталер. Аугенталеру сейчас Румениге выходит к воротам, но великолепно играет Макнот. Центральный защитник в подкате аккуратно выбил мяч у Румениги. И дальше идет вперед уже Астон Вилла. УИФ отыгрывает мяч на фланг. Это с Кенни Свейн. Свейн приближается к воротам. Ну, тут он довольно-таки прямолинейно сыграл. Брайтнер сыграл на фланг. Обыгрался с Дюрнбергером. Дюрнбергер, вот еще уникальная, конечно, фигура. Дюрнбергер, 7-й номер, 28 лет. Он в Баварии провел 13 сезонов. Вот этот самый 7-й номер. Воспитанник такого малоизвестного клуба, в основном игравшего в региональных лигах. Это Кирхан Шоринг. Он там родился в этом городке. А вот здесь момент, давайте посмотрим. Момент, и мяч проходит мимо. Да, вот это момент. А кто выходил-то? Центральный защитник. Это Клаус Аугенталер. Посмотрите, какой проход. И здесь еще неловко. Ой, как неловко упал. И не вовремя Эванс. Но Аугенталер... Ну, судя по всему, это была все-таки передача, а не удар. Ну, в общем, ужасно обидно немцам должно быть. Да, Клаус Аугенталер выходил на ворота. 24 года Клаус Аугенталер. Но я уже говорил о том, что он довольно известный футболист, чемпион мира 90-го года. Он, кстати говоря, 7-кратный чемпион в составе Баварии. 7 раз выигрывал Бундеслигу, трижды кубок, дважды финалист Кубка чемпионов 82 и 87 годов. А здесь рукой было подыграно Шоу, и быстренько немцы пробили штрафной удар. Быстро они разыгрывают, и снова на фланге Дюрнбергер. Вот он, о котором я вам уже рассказывал. Дюрнбергер тоже 13 сезонов провел. 5-кратный чемпион Бундеслиги. Ну, а по поводу Кубка европейских чемпионов 74-го, 75-го, 76-го. В 74-м Бавария выиграла у мадридского Атлетико, причем в переигровке. Первый матч был 1-1, причем немцы ушли от поражения на последних секундах матча. На 120-й минуте, уже в дополнительное время, они сравняли счет. А уже в переигровке через день они выиграли 4-0. А в 75-м был обыгран Лидс. Причем обыгран довольно в скандальной такой игре. До сих пор считается, что Лидс играл лучше, но засудили Лидс. Это 75-й год. А в 76-м, третий раз подряд, Бавария обыграла уже французский Сент-Этьен в финале. Тоже 1-0.
Аугенталер. Вот он на ваших экранах. 404 матча, 52 гола забил. А это Дитер Хёнес. Ну, тут был офсайд. Тут был офсайд. Дитер Хёнес не стал бить поворотом, потому как мог бы получить желтую карточку. Уже в то время, да, давали желтые карточки, если футболист после поднятия флажка и остановки игры, он забивал, продолжал играть и забивал гол, предположим. Это, во-первых, очень не нравилось соперникам, но, естественно, судьи наказывали такое поведение. А тем временем вот как раз Гютлер с мячом, он как раз вышел на замену. Гютлер в среднюю линию делает пас на Аугенталера. Какой момент! Вот это да! Спинк! Спинк спасает Астон Виллу. Посмотрите еще раз. Какой был момент сейчас у Дюрнбергера. Спинк намертво ловит мяч. Потрясающее спасение. Да, вот вам и дебютант Найджел Спинк. 23 года этому парню было. Уроженец города, такого городка, который под Лондоном, ну, буквально там в 30 километрах недалеко. Между прочим, внутри вот этого большого лондонского кольца. Челмфорд называется этот городишко, и там же был как раз вот этот клуб одноименный. Вот он как раз начинал там свою карьеру, потом его заметили селекционеры Вест Хэм Юнайтед. Он закончил академию Вест Хэм Юнайтед, но, правда, практически не играл за молотков. И в 1977 году он был приглашен в Астон Виллу. Но Астон Вилле он сначала был, естественно, резервным игроком, резервным вратарем. Там первый номер был, конечно, Джимми Риммер, воспитанник Манчестер Юнайтед, уже победитель Кубка чемпионов 1968 года. Напомню, что он получил золотую медаль. Он не играл, но получил золотую медаль как резервный вратарь. Подача. Дитер Хёнес, но здесь Спинк на месте. Да. Ну и потом Спинк уже стал вратарем номер 1. Он, между прочим, 12 сезонов защищал ворота бирмингемской Астон Виллы. 361 матч провел за Вилланов. Потом играл за Вест Бромвич, Миллуэлл и завершил свою карьеру в 98 году, выступая за клуб Форест Грин Роверс. Это клуб 5-го дивизиона. Тогда это была конференция. Сейчас это National League называется, национальной лигой, а тогда это конференция. 5-й дивизион, это не лига. Мяч шел в ворота. Спинк пропустил, Спинк был бессилен. Давайте еще раз посмотрим. Ох, какой момент сейчас был у Баварии. Подача и удар. Давайте еще раз. Да, вот это был, конечно, момент сумасшедший просто-напросто. Да. Эванс, да, Эванс выручил. Румениги, передача на Дремлера, Дремлер, прострел и снова Спинк, Да, но какой же был момент у немцев. Это бил поворотом Аугенталер. Именно после его удара Спинк ничего не мог бы сделать, но здесь великолепно сыграл Эванс. Это он выбил мяч с линии ворот после удара центрального защитника Клауса Аугенталера. Вот так. Ну и сейчас уже, вы видите, снова Спинк великолепен. Вместе со своими защитниками он выручает свою команду. Дюрнбергер. Бавария прибавила после перерыва. И посмотрите, как прессует Румениги с мячом. Румениги идет вперед, можно играть. Там было нарушение правил, но Румениги... передача не проходит. Здесь очень четко снова играет Эванс. И нарушение правил со стороны Бремнера. Брайтнер. О, вот видите как? Видите, как показывает Конрад. Замолчи. Следи за языком. Нарушение правил было на Брайтнере. Брайтнер посылает на фланг. Прострел. И тут, кстати, Дремлер делал передачу-то, который оказался правый защитник. Слева он оказался и делал прострельную передачу.
Сумасшедший просто момент был. Да, удивительно, просто удивительно, сколько моментов уже Бавария не использовала. Мортимер с мячом. Мортимер посылает мяч в переднюю линию. И удар по воротам. Это бил Тони Морли, но пробил он не точно, пробил выше ворот. Практически мы не видели ни одного удара в створ. Обратите внимание, за весь матч ни одного удара в створ пока Астон Вилла не нанесла. Манфред Мюллер, ну, в общем-то, и здесь снова Спинк очень четко играет. Опережает Карла Хайнца Руммениги. Ну, два слова, конечно, нужно сказать о Руммениге, которому было на день матча 26 лет. Я говорил, что это суперзвезда мирового футбола, безусловно. Он двукратный обладатель золотого мяча. Он в Баварии отыграл 10 сезонов, 310 матчей, 162 гола. Он дважды выигрывал Бундеслигу с Баварией. И он ушел в 1984 году в Италию, переехал, играл за миланский Интер, затем 3 сезона до 1987 года, потом за Сервет швейцарский, и, в общем, там он и завершил свою карьеру в Швейцарии. Сейчас Бремнер подает, мяч выбивается, и Брайтнер мчится вперед, Брайтнер, главный локомотив. Передача, но мяч не доходит до Карла Хайнца Руммениги. А вообще вот эта связка, между прочим, Брайтнера и Руммениги, она получила в немецкой прессе звучное прозвище Брайтниге. Астон Вилла начинает атаку с мячом Уив. Передача нам стрелы. Здесь один Уив. И он переводит мяч в ворота. Но обратите внимание, как корявенько он пробил. Надо сказать, что, вот видите, смотрите, мяч попадает в штангу. И казалось, что он идет мимо. Потом он вспоминал, что поле было не лучшего качества. И мяч после передачи Морли попал в кочку. И он практически бил даже не ступней, а голенью. Вот он, Питер Уив. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Все-таки он переправил мяч в ворота. 30 лет ему было. Питер Уив, он отыграл 5 сезонов в Астон Вилле и завершил свою карьеру. Между прочим, в Астон Вилле завершил. Он вернулся, он еще поиграл и за Шеффилд Юнайтед, и за Бирмингем, и за Хаддерсфилд. Вернулся, но он практически уже не играл. Вернулся, чтобы завершить свою карьеру в 91 году. Напомню, что он, я уже говорил об этом в первом тайме, что он воспитанник Саутпорта. Кстати, до 73 года, любопытно, Уив играл в Южной Африке. Его пригласили, ну, как бы для экзотики. Но футбол, надо сказать, футбол практически играли в основном белые. Там был страшный апартеид в Южной Африке. Южная Африка даже была дисквалифицирована Международной Федерацией футбола одно время именно за проявление апартеида. Черные практически в футбол не играли, ни в футбол, ни в регби. Ну а футбол вообще считался элитным таким спортом. И только уже, вы наверняка знаете из истории, уже в конце 90-х, когда все этот апартеид закончился, Нельсон Мандела и так далее. Но сейчас Морли извиняется перед Дремлером. Довольно резко сыграл Морли. Но Морли, Уив, Шоу, это они начали. Хотя нет, начал-то атаку Уив. Вы помните, да? В центре поля Уив сделал передачу на Мортимера. Мортимер потом сделал пас на Шоу. Шоу там накрутил. Делал пас на... Сейчас еще одна прострельная передача. И будет удар. Уив
Шоу. Да, футболисты Астон Виллы осмелели. Надо сказать, первый удар в створ был. Друзья мои, первый удар в створ от Астон Виллы и сразу гол. УИФ. Отбились футболисты Баварии. Ну, конечно, баварцам обидно. Ну, прямо скажем, Астон Вилла, она не котировалась как фаворит. Бавария, Брайтнер с мячом. И рванул Вольфганг Краус. Удар! Да, Краус бил поворотом. Краус, Вольфганг Краус, он воспитанник франкфуртского Айнтрахта. Ну, собственно, в городе, где родился. Он там начинал свою карьеру, а в Баварию он попал в 79 году. Да, Астон Вилла, конечно, удивительная в этом смысле команда. Я уже говорил вам о Роне Сандерсе, который пришел в 74 году в Астон Виллу, которая играла во втором дивизионе. И он поднял команду в первый дивизион, сделал эту команду чемпионом и вывел, ну фактически вывел в финал. Он подготовил эту команду для финала. Тони Бартон начал руководить ею только с февраля 82-го. Напомню, что в феврале, 9 февраля, а вот сейчас Манфред Мюллер опережает УИФа, выбивает мяч на подборе Бремнер. Это Гордон Коуэнс. Бил поворотом. Центральный полузащитник. Пробил. И здесь очень четко сыграл Манфред Мюллер. Кстати, Коуэнс тоже воспитанник Академии Бирмингемской Астон Виллы. И он, как и Морли, как и Спинк, они были включены в зал славы бирмингемской Астон Виллы. Он бирмингемский... Коуэнс, тоже интересная личность, между прочим, 10-й номер. Ему на тот момент было 23 года, на день финала. Так он уходил, приходил в Астон Виллу. Он в первый свой период с 74 по 85 год, то есть 11 сезонов отыграл за Астон Виллу, ушел в Италию, уехал в Италию, в Бари играл, потом вернулся, отыграл 3 сезона в Астон Вилле. Сейчас подача Румениги с углового, удар бил Дитер Хёнес, но пробил мимо. Затем снова ушел в Блэкберн, провел там 2 сезона, вернулся, снова в Астон Виллу, сыграл там до 94 года, и потом играл за Дерби, за Вулверхэмптон, Шеффилд Юнайтед, и в итоге завершил свою карьеру в Бернли. В 97 году. Бернли тогда играл в 3-м дивизионе. И вот он, кстати, он единственный вот из всего состава, ну он еще и Морли. Морли 6 матчей отыграл за сборную Англии, а Коуэнс 11 матчей. Но никто из них не выступал на чемпионатах мира или Европы. Так что, повторюсь, это вот команда удивительная. Тут нет суперзвезд, в отличие от Баварии и в отличие от других английских команд, которые как раз играли. Но вообще, надо сказать, вот это было супердоминирование английских клубов. Вы только вспомните, что это были за годы. А когда 79-й год Ноттингем, 80-й Ноттингем, 81-й Ливерпуль. И вот этот матч, который мы с вами смотрим, тоже, где ведет Астон Вилла. Спинк на месте. И сейчас Дитер Хёнес разводит руками, показывает, что арбитру, ну, пора бы уже как бы начинать. Потому что Спинк немножко так переусердствовал, потянул время. Но по сегодняшним меркам это практически ерунда. Да, сейчас УИФ, он боролся на фланге. И штрафной, да, назначает Конрад. Назначает штрафной удар в сторону Баварии. Будет бить Тони Морли. Тони Морли, сделавший голевую передачу. Подача. Мяч попадает в стенку. И тут же Дремлер пытался начать атаку. Время идет. И тут нарушение правил уже со стороны футболистов Астон Виллы. А тут опасная игра.
зафиксирована была со стороны Морли, поэтому свободный удар пробили футболисты Баварии. Гютлер. Гютлер вышел, честно говоря, думал, что его выпустили для навесов в штрафную. Сейчас Хорсман. Хорсман, удару! Какой удар-то! Но это вот типичный удар защитника. Сильно, высоко и неточно. Посмотрите, осталось сыграть 15 минут до финального свистка. Ну, еще, может же быть, и дополнительное время. Но слава богу, что уже тогда была серия пенальти. Тогда уже, если в случае ничейного результата, то тогда после 120 минут билась эта серия, пробивалась. Уже переигровки тогда не было. Передача вперед. Атакуют футболисты Астон Вилла. Они, ну, конечно, осмелели. Хотя вот если брать, тогда не было такой статистики продвинутой, как сегодня, да. Тогда не учитывалось владение мячом, вот эти удары по воротам. Вы не найдете такую подробную официальную статистику даже финалов. Это потом уже в конце 90-х, в начале 2000-х уже началось вот это вот увлечение статистикой. А сейчас Шоу с мячом. Шоу идет вперед. Шоу рвется в штрафную, но его довольно бесцеремонно отталкивает Клаус Аугенталер. И Жорж Конрад назначает штрафной удар в сторону Баварии. Довольно опасный удар. У мяча Мортимер, я вижу, ну, Мортимер берет мяч, значит, он, судя по всему, будет бить. Небольшая стенка из 3 человек. Я вижу, выстраивает Манфред Мюллер. Но могут и разыграть. Тони Морли рядом стоит. И все-таки Мортимер делает передачу через его партнера. Дальше подача Суэйна. И удар по воротам. Нет, удара не получается. Это Алан Эванс. Алан Эванс бил по воротам не точно. И он тут же бежит назад. Алан Эванс. Центральный защитник. Он, между прочим, заканчивал свою карьеру, играя в Канаде. Он отыграл 8 сезонов, за 11 сезонов даже, вот так, 11 сезонов с 77 по 89 год. Этот шотландец отыграл за Астон Виллу, потом выступал за Лестер, но английскую премьер-лигу он не застал. Сейчас Брайтнер с мячом. Брайтнер. Передача назад. Удар по воротам бил Хорсман, но опять не точно. Мяч блокировали. Передача на Брайтнера, но Брайтнера там очень четко, очень самоотверженно и, надо сказать, очень толково играет оборона Астон Виллы. Морли с мячом. Морли врывается в штрафную, падает. А против него довольно жестко действовал Ханс Вайнер. Вайнер, кстати, не слишком известный футболист. Ханс Вайнер, центральный защитник. А вот здесь Руммениге. И здесь он не стал бить почему-то. Сблизился с вратарем и буквально врезался в спинка. Ну, давайте еще раз посмотрим. Вот этот момент. Да, но, может быть, далековато просто отпустил от себя мяч, и он не смог дотянуться. Ну, а Дитер Хёнес, он апеллирует к арбитру. Так, а здесь сейчас будет еще одна замена. Выходит на поле Курт Нидермайер. 13-й номер, Курт Нидермайер. Ему было 26 лет на тот момент. Он пришел в Баварию из Карлсруэ в июле 1977 года. А заменил он Вольфганга Крауса, центрального полузащитника. А Нидермайер, он игрок защитного плана, кстати говоря. Ну, здесь, видимо, подустал просто-напросто Вольфганг Краус, и на место вот как раз полузащитника вышел Курт Нидермайер. Со свежими силами, мощный футболист. Небольшого росточка, 179, но очень такой крепкий, мощный. Он за Баварию провел 5 сезонов и ушел в 82 году в Штутгарт. Аугенталер потом вспоминал
вот этот свой момент, когда он пробил, Эванс выбил с линии, когда он рыбкой, вы помните, это было практически в начале второго тайма. Нидермайер, пас вперед на Гютлера. Гютлер приближается к воротам. Нет, отдает пас на Брайтера. Брайтер с угла штрафной, подача на Хёнеса. Но там очень четко играют защитники. Вообще, надо сказать, просто великолепно. Рукой там было подыграно. Гандбол со стороны игроков Баварии. Два вот этих центральных защитника, потрясающих, надо сказать, Алан Эванс, 25 лет ему было на тот момент, и Кен Макнот. Он пришел, 5-й номер у Астон Виллы. Он пришел в Астон Виллу из Эвертона в 1977 году. Ну, уже команда играла в первом дивизионе. 5 сезонов провел, 207 матчей, 8 голов. Потом выступал за Вест Бромвич, за Манчестер Сити и завершил свою карьеру в 1986 году, играя за Шеффилд Юнайтед. Снова Морли с мячом. Морли, но это просто главный паровозик, такой локомотив на фланге. Тони Морли. 27 лет ему было на момент матча. Удивительный футболист. Завершил свою карьеру он, выступая на Мальте. Такой был клуб, должен, собственно, и сейчас есть мальтийский клуб Хамрун Спартанс. Ну, Мальта — это жемчужина. Великолепный остров. Там чудно отдыхать. Там здорово можно и завершить свою карьеру. Пусть там и небольшие деньги, но, тем не менее, все-таки антураж, футбол легкий. Ну, а там все говорят в основном на английском языке, хотя там у них свой мальтийский тоже язык, но в основном англичанам там и без проблем. Вообще без проблем. Поэтому Морли завершил свою карьеру именно там. А здесь показывает Конрад, что было нарушение правил в атаке. И сейчас штрафной удар пробьют футболисты Астон Виллы. Да, только он просит, Конрад, побыстрее вводить мяч в игру. Ну, естественно, подтягивают время футболисты Бирмингемской Астон Виллы. Понятное дело, кто бы другой, да, этого не делал. Ясно, что здесь, когда ты ведешь в счете, остается очень мало времени, да еще против Баварии, которая считалась фаворитом. Но Астон Вилла сыграла действительно выше всяких похвал. Вообще вся команда, просто великолепно против Баварии. И центральные защитники. Ну и Спинк просто-напросто провел матч жизни. Удивительно. Дебютант. Это, конечно, уникальный случай. Ярчайший дебют. Ну а здесь, видите, свободный удар назначает Жорж Конрад. А между прочим, Пауль Брайтнер, он сдружился с Румениги, они близко дружили и вне футбольного поля, они по жизни были близкими друзьями. И так вот, эта дружба, она, в общем-то, удивляла. А вот здесь любопытный момент, и здесь сейчас я об этой дружбе скажу, а вот здесь момент любопытный. Дело все в том, что буквально накануне вот этого финала Астон Вилла заключила рекламный контракт с Найком. И они, футболисты, ну не все игроки Астон Виллы играли в Найке. Вот в этих бутсах. Бутсы новые. И сами футболисты говорили, что они были деревянными буквально. И после матча у тех игроков, которые играли в Найке, у них были мозоли, ну, с перепелиное яйцо. Вы представляете? И вот эти ребята буквально вот на преодолении играли в этих бутсах. Но у некоторых футболистов были другие рекламные контракты. Ну, по-моему, у ИФа у него не найковские бутсы. А так вот, нет, в Найке играет, Найке. Но есть тут два футболиста в Астон Вилле, которые играли в других бутсах, в Пуме. Либо в Пуме, либо в Адидасах. А так вот с Найком это удивительно. Ну, сейчас это, конечно, уже... Это просто невозможно представить, чтобы сегодня, накануне финала, давали бутсы новые, да, не разношенные на финал. И чтобы футболисты играли с мозолями. Это удивительно. Морли.
нарушил правила. Но здесь были нарушения правил. Быстренько пробили футболисты Баварии. Ну, вперед нужно играть. Конечно, вперед на Руммениге. Кто же спасет, как не Руммениге, Баварию? Оставляет мяч партнеру. Дальше Дюрнбергер. Пытается выйти на ударную позицию. Неудобно бить. Пас. Дальше Хорсман. Защитник. Дюрнбергер. Подача. И здесь Спинк без проблем ловит мяч. Остается всего ничего. 4 минуты до финального свистка. Но опять же, Конрад не должен добавлять много. Тут мы не видели каких-то остановок. Морли. Пас на Шоу. Шоу сейчас на фланге. С ним сражается Аугенталер. И мяч уходит за пределы поля. Из-за боковой Аугенталер быстро бросает на Нидермайера. Ну, видели, какой плотный такой мужичок Нидермайер. И передача вперед на Руммениге. И опять практически безошибочно играет оборона Астон Виллы. Шикарно ребята провели матч. Но вот все-таки я думаю, вот эта вынужденная замена Риммера на Спинка мобилизовала, безусловно, игроков Астон Вилла. Морли с мячом. Морли переводит мяч в центр. Так, Бремнер. Подача на фланг. Там падает Уиф. Уиф считает, что его в спину толкал Дремлер. Но наверняка сейчас будет какой-то повтор. Давайте посмотрим. Там было ли нарушение правил на Уифе? Нидермайер делает пас вперед. И пошли. Вайнер с мячом, центральный защитник, пасует на Брайнера. А тот, Брайтнер, пытался сделать пас на Руммениге. Передача не прошла, и Спинк вместе со своим защитником, ну, естественно, не торопятся ребята, не торопятся. Время идет. И дальше уже Спинк могучим ударом убивает мяч на половину поля Баварии. Уиф отыгрывает дальше, но отыгрывает только в сторону Аугенталера. Аугенталер проводит мяч дальше. И снова мяч у футболистов Баварии. Нидермайер сильно посылает мяч в переднюю линию. Такой лонгбол. И дальше что мы видим? Хёнес забивает гол. Хёнес 1-1. Но положение вне игры. Дремлер подскакивает. Давайте посмотрим. Ну-ка. Где тут офсайд? Ну-ка. Довольно спорный момент. Вот с этой камеры, честно скажу, я не берусь утверждать, что Хёнес был в офсайде. Да, но флажок был поднят уверенно. И, кстати говоря, сразу должен вам сказать, что после матча затем все-таки было признано, что офсайд был у Хёнеса. Был. Просто-напросто здесь по телевизионной картинке довольно сложно было определить, был ли Хёнес в офсайде или нет. Но потом было признано, уже, видимо, после нескольких повторов, что Хёнес был в офсайде. Но очень, так скажем, на тоненького, согласитесь. Баварии не повезло. Уиф, но Аугенталер выбивает мяч за боковую линию. Обратите внимание, полицейские с собаками, как бы памятуя о том, как ведут себя английские болельщики. Но здесь, надо сказать, английские болельщики вели себя нормально, потому что Астон Вилла провела работу, я вам уже рассказывал о том, что было в полуфинале с брюссельским Андерлехтом. Сплошные драки, и, в общем-то, все было очень неприглядно. Такая была прелюдия к брюссельской трагедии 85-го года. Да, ужасно это все было тогда. Ну и, естественно, в полуфинале. Астон Вилла в атаке. И мяч отыгрывается на Мюллера. Последняя минута матча.
Астон Вилла, который впервые участвует в розыгрыше Кубка Европейских чемпионов с дебютантом в воротах, 23-летним Спинком, выигрывает у могучей Баварии. Руммениги в штрафной, Руммениги прострел. И вот момент, удар по воротам. И тут Морли летит вперед. Морли. Пас на Уифа. Уиф слева подает в штрафную. Там никого нет. Нет. Подошел Свейн. Свейн бьет по воротам. А мяч-то шел в створ, кстати говоря. Шел. Снова Морли. Пасует в центр на Бремнера. Бремнер оставляет мяч у Астон Виллы. Бремнер пасует назад на Мортимера. Мортимер отыгрывает дальше на своего защитника. И все ждут финального свистка. Последняя минута матча. Конрад посмотрел на секундомер. Подача. И здесь Астон Вилла в шаге, буквально в шаге от победы. Но этот гол, конечно, не будет засчитан, потому что он уже после свистка был. Но игра еще продолжается. Конрад играет на нервах болельщиков Астон Виллы. Ну и Бавария, естественно, Бавария идет в последний штурм. Сильный удар вперед и 6 дней, 56 дней. И он привел Астон Виллу к выигрышу Кубка Европейских чемпионов. Это, конечно, сумасшедший результат. Да, Астон Вилла не лучшим образом выступила в чемпионате Англии, но кого это уже интересует? Да, не были они чемпионами, не были в призах, они не повторили свой результат 81 года, но они выиграли Кубок Европейских чемпионов. Это самое важное, самое главное. И сейчас, обратите внимание, футболисты Астон Виллы меняются футболками. Поменялись футболками и вратари. Манфред Мюллер и Найджел Спинк. И потом, кстати говоря, Спинк через некоторое время, через много-много лет приехал в Баварию и вернул эту футболку. А вот Артемио Франки, тогдашний президент Астон Виллы, кстати говоря, Мортимер, футболку-то сохранил, но и эту футболку у него отобрали. Отобрал администратор и отдал как раз Мюнхенской Баварии. Ну, договорились. Администраторы, вы представляете, сегодня в это вообще невозможно поверить, невозможно. Вот футболисты, как раз, обратите внимание, некоторые футболисты Астон Вилла, они в футболках Баварии. Но Мортимер, это потом в раздевалке после матча, у него администратор возьмет его футболку и отдаст Мюнхенской Баварии. А Спинк вернет. Вот он сейчас, видите, у него свитер Манфреда Мюллера. Он вернет свитер Манфреда Мюллера в музей, а ему вернут его футболку. Но это будет уже через много лет, когда Спинк завершит свою карьеру. Итак, 26 мая 1982 года Астон Вилла выигрывает у Баварии голом Питера Уифа на 67-й минуте. Выигрывает впервые Кубок Европейских чемпионов. Архивные матчи Кубка Европейских чемпионов и других европейских финалов на ОККО Спорт. Всего доброго, до свидания.